Сегодня мы отправимся в путешествие по тонкой грани между фольклором и фактами, туда, где реальность становится страшнее любых легенд. Это не сценарий хоррора, это наша история. Готовы ли вы узнать, как простое любопытство превращает трагедию в спектакль, а человеческое тело – в ярмарочный экспонат? Октябрь 1911-го. Элмер Маккарди, неудачливый грабитель поездов, погибает в перестрелке с шерифом Оклахомы. Его тело, пропитанное мышьяком для сохранности, становится первым звеном в цепи невообразимых событий. Вместо могилы – ярмарочные палатки. Вместо памятника – слой за слоем фосфорной краски, превращающий его в жуткий экспонат. Десятилетиями посетители карнавалов смеются, трогают манекен и фотографируются, не подозревая, что держат за руку человека, чья смерть стала началом 65-летнего турне. 1976. Съемочная группа 6-миллионного человека на съемках в парке Нью-Пайк случайно обламывает руку пропа и обнажает кость, слишком реалистичную для бутафории. Экспертиза шокирует даже патологоанатомов. Под 20 слоями краски скрывается мумия, чьи артерии до сих пор содержат следы мышьяка. Расследование раскрывает путь тела через десятки штатов. От ярмарок Оклахомы до калифорнийского парка развлечений. Каждый новый владелец добавлял деталь к легенде. Труп грабителя, мумия ковбоя, жертва линчевания. Ирония? Маккарди, мечтавший о славе, получил ее ценой превращения в посмертного артиста. Его окончательное погребение в 1977-м ставит точку в эпопее, но вопрос остается. Сколько еще манекенов в парках скрывают человеческие трагедии? Октябрь 1970-го. Колчестерский мост в Вирджинии. Боб Беннет и его невеста, припарковавшись на обочине, видят в темноте мелькание белого. Фигура в костюме кролика с топором бьет в стекло автомобиля, крича о нарушителях. Через 10 дней охранник Пол Филлипс наблюдает того же человека. Теперь он рубит крыльцо недостроенного дома, угрожая отрубить голову. Полиция фиксирует 50 заявлений, но улики растворяются как туман. Легенда гласит, в 1904-м автобус с пациентами клиники для душевнобольных разбился у этого моста. Всех, кроме одного, поймали. Вскоре на деревьях начали находить подвешенных кроликов, а позже и первые жертвы. Но документы шерифа разрушают миф. В архивах нет записи о аварии или пропавших пациентах. Так кто же этот человек? Беглый пациент, одержимый местью, мистификатор, вдохновленный городскими легендами, или сама земля здесь порождает кошмары? Мост стоит до сих пор, его бетонные арки хранят молчание, а местные подростки по-прежнему приезжают сюда ночью, надеясь увидеть мелькание белых ушей в свете фар. Май 1919-го. 8-летний Рэймонд Робинсон карабкается на мост Мурадо, чтобы рассмотреть птичье гнездо. Его рука касается провода под напряжением в 22 тысячи вольт. Вспышка навсегда лишает его глаз, носа и правой руки. Но вместо сочувствия городская легенда превращает его в зеленого человека. Ночью, когда дороги пустеют, Рэймонд выходит на трассу 351. Его лицо, изуродованное шрамами, отражает свет фар жутким зеленым свечением. Так рождается миф о призраке-предвестнике смерти. Но те, кто осмеливался остановиться, находили не монстра, а мудрого собеседника. Местные подростки подкармливали его сигаретами, работники заправки оставляли кофе, а водители грузовиков слушали его истории. Рэймонд умер в 1985-м, но его тень до сих пор видят на обочине. Что страшнее, физическое уродство или человеческое равнодушие, превратившее жертву в аттракцион? Декабрь 1999-го. Номер 112 отеля Ocean View в Нью-Джерси. Гости неделями жалуются на запах гнилой капусты, но менеджмент списывает все на канализацию. Пока уборщица, сдвинув матрас, не обнаруживает тело Саула Эрнандеса, аккуратно упакованное в пружинный блок, как посылка в адрес вечности. Расследование показывает, убийца жил в соседней комнате, пока жертва разлагалась в считанных дюймах от спящих постояльцев. Но это лишь верхушка айсберга. В 1986-м Дэниел Лаплан пробирается в дом семьи из Массачусетса через лаз в подвале. Месяцами он скрывается в стенах, наблюдая за жизнью хозяев через просверленные дыры, крадя еду и передвигая вещи. Живой призрак в собственной крепости. А в 2008-м японская бездомная Год прячется в шкафу токийского холостяка, выходя лишь под покровом темноты. Эти случаи — не совпадения. Они раскрывают древний страх. Наши дома не защищают. Они ловушки, где стены хранят дыхание незваных гостей, а кровати становятся саркофагами. После дела Эрнандеса отели вводят проверки матрасов. Но разве это остановит тех, кто хочет стать частью вашей жизни без вашего ведома? 2003. В лесах Мальса, на границе Швейцарии и Италии, охотники начинают сообщать о странной фигуре. Высокий человек в противогазе времен Первой мировой и длинном камуфляжном плаще. Местные прозвали его Лелоян, что на диалекте означает «тот, кто наблюдает».
За десятилетия его видят более 100 раз. Он молча стоит среди деревьев, исчезает за валунами, оставляя лишь запах ржавого металла. В 2010-м фотограф-натуралист Марко Вентури, устанавливая камеру для съемки оленей, случайно фиксирует его на пленку. Снимок, опубликованный в газете «Le Matin», потрясает страну. Размытый силуэт в искаженной маске, будто сошедший со страниц антиутопии. Но настоящая сенсация ждет в 2013-м. Группа туристов находит в лесной чаще аккуратно сложенный костюм, проржавевший противогаз, плащ с нашивками вермахта и записку на смеси французского и ретро-романского. Полиция подтверждает подлинность артефактов, но личность Лело Яна остается загадкой. Был ли это беженец, скрывавшийся от властей, солдат-дезертир, застрявший во временной петле, или мистификатор, чья игра длилась ровно до момента, когда легенда начала жить самостоятельно? Швейцарские леса хранят молчание, но каждый треск ветки теперь заставляет путников оборачиваться. 70-е годы. Руины клиники Уиллоу-Брук на Статен-Айленде. Бетонные коробки с выбитыми окнами, где ветер гуляет по коридорам, пахнущим дезинфекцией и отчаянием. Здесь, среди обломков инвалидных кресел, Андре Рент, бывший санитар, находит новый дом. Он ловит голубей для еды, спит в камерах для буйных пациентов и выслеживает свою первую жертву – 12-летнюю Дженнифер Швайгер. Девочка с синдромом Дауна исчезает по дороге из школы в 1987 году. Ее тело находят через месяц в 1,5 милях от клиники, завернутое в полиэтилен, словно пародию на медицинскую стерильность. Рент попадает в поле зрения полиции, но настоящий ужас начинается, когда следователи обнаруживают его коллекцию: детские куклы, привязанные к деревьям, календарь с отметками дат исчезновений, карту с крестами в радиусе 10 миль. На суде выясняется, он не просто копировал легенду о Кропсии, он стал ею. Его 25-летний срок не остановил страхи. Родители до сих пор крепче сжимают руки детей, проезжая мимо заросшего плющом забора Уиллоу-Брука. А ночью в развалинах слышен скрип тележки, будто кто-то продолжает обход. Февраль 1994-го. Глория Рамирес поступает в отделение скорой помощи Риверсайда с давлением 200/120 и пульсом 140 ударов в минуту. Медсестра Сьюзан Кейн замечает странное: кожа пациентки покрыта маслянистой пленкой, пахнущей миндалем. Когда врач вводит иглу в вену, из шприца вырывается едкий дым. За следующие 20 минут 23 сотрудника больницы теряют сознание, 5 оказываются в реанимации. Химзащитные команды в костюмах против биологической опасности 4-го уровня дезинфицируют помещение, но ответ приходит из лаборатории. Глория, пытаясь облегчить боль при раке, втирала в кожу диметилсульфоксид. Смешавшись с кислородом в шприце, вещество образовало диметилсульфон, токсин, парализующий нервную систему. Но легенды уже вырвались за пределы больницы. В газетах пишут о женщине, чья кровь плавила бетон. На форумах обсуждают правительственные эксперименты. Настоящая трагедия остается в тени. Глория умирает через 4 часа после поступления, так и не узнав, что стала персонажем городских мифов. Ее могила в Риверсайде до сих пор усыпана свечами. Одни приходят почтить память, другие ищут следы кислотного призрака. Ноябрь 1922-го. Говард Картер вскрывает погребальную камеру Тутанхамона, обнаруживая надпись: «Смерть на быстрых крыльях придет к тому, кто нарушит покой фараона». Через 4 месяца лорд Карнарвон, спонсор экспедиции, умирает от заражения крови после укуса москита. Его собака воет на лужайке Хайклерского замка ровно в минуту смерти хозяина. К 1929-му из 22 человек, присутствовавших при вскрытии, 16 погибают при странных обстоятельствах. Самоубийство археолога Артура Мейса, исчезновение радиолога Арчибальда Рида, инсульт у хранителя музея. Пресса кричит о проклятии, хотя сам Картер проживет до 64 лет. Ученые находят рациональное объяснение: споры грибков в гробнице, радиоактивные минералы, даже яды на стенах. Но истинная магия проклятия в человеческой психологии. Каждый, кто прикасался к сокровищам, подсознательно ждал возмездия и получал его через случайные совпадения, ставшие роковыми. Сегодня маска Тутанхамона – самый посещаемый экспонат Каирского музея. Посетители шепчутся, что в стеклянной витрине иногда запотевает след от дыхания. Освенцим. Январь. Минус 15 градусов по Фаренгейту. Ночные охранники музея слышат скрип нар, будто невидимые узники ворочаются на дощатых нарах. В блоках для детей фотокамеры фиксируют размытые пятна на инфракрасных снимках, а в крематории номер 3 внезапно падает температура до точки замерзания, хотя система отопления исправна. В 2005-м японский турист снимает на видео женщину в полосатой робе, идущую вдоль колючей проволоки. Изображение исчезает из памяти камеры через 3 дня. Ученые из Краковского университета объясняют феномены инфразвуком, геомагнитными аномалиями и коллективной психосоматикой.
Но выжившая узница Лидия Максимович в интервью 2010-го сказала: «Это не призраки, это память. Камни помнят крики, земля помнит пепел. В дождливые ночи вода стекает по стенам бараков, оставляя темные полосы, словно слезы, которые не может выплакать история». Аокигахара. Сосны здесь растут под углом 45 градусов, будто пытаясь сбежать от земли, пропитанной смертью. Каждый год поисковые группы отмечают лентами деревья с висящими у их подножий рюкзаками, последними пристанищами тех, кто пришел сюда за вечным покоем. В 2010-м полиция находит 54 тела за сезон, но настоящие цифры остаются тайной. Ветер уносит записки прощаний вглубь леса, где они превращаются в папоротниковый ковер. Местные гиды рассказывают о юрей, духах, шепчущих на ухо отчаявшимся. Здесь тихо, здесь не будет больно. Ученые из Токийского университета объясняют аномалии вулканическими породами, искажающими магнитное поле, но те, кто выжил после ночи в Аокигахаре, говорят иное. Охотник за трюфелями Масао Ито в 2018-м заблудился на 3 дня. Его нашли в полумиле от тропы, бормочущим о женщине в белом кимоно, которая вела его к обрыву. Лес молчит, когда солнце садится, даже комары перестают жужжать, и только ветер шелестит лентами на деревьях, словно отсчитывая время до следующей находки. 1970. Студентка-медсестра получает в подарок винтажную куклу с фарфоровым лицом и глазами цвета грозового неба. Через неделю Аннабель начинает двигаться. Ее находят сидящей на кресле вместо полки. Пальцы согнуты в неестественной позе. Семья Уорренов помещает ее в застекленный шкаф, но даже там кукла не успокаивается. На стеклах появляются царапины, будто кто-то выводит буквы изнутри. В 2014-м исследователь паранормального Марк Хьюстон, проведя ночь в музее Уорренов, фиксирует падение температуры до 46 градусов по Фаренгейту возле витрины. Его диктофон улавливает голос, шепчущий «Не смотри». Но самый жуткий факт — не активность, а ее цикличность. Каждые 11 лет в октябре кукла просыпается, стекло витрины покрывается конденсатом, а датчики регистрируют всплеск электромагнитного излучения. Что, если предметы впитывают эмоции, как губка, воду? Тогда Аннабель — не одержимость, а квинтэссенция боли ребенка, чью жизнь оборвали слишком рано. Амитивиль, 329 Вест Оушен-авеню. После убийств семьи Дефео в 1974-м новый владелец Джордж Латц описывает явление, словно вышедшее из кошмара. Зеленая слизь, сочащаяся из стен, температура в детской, падающая до минус 10 градусов, невидимые руки, хватающие за волосы. Но настоящая тайна — потайная комната на чердаке, обнаруженная через неделю после заселения. В ней находят ритуальные символы, выцарапанные на полу, и козлиный череп с обожженными рогами. Парапсихологи находят следы подземного хода, ведущего к фундаменту старого индейского кладбища. После бегства семьи Латц дом становится магнитом для искателей острых ощущений. В 2003-м группа ученых из Бостонского университета, установив датчики, фиксирует инфразвуковые волны частотой 19 Гц, уровень, вызывающий панику у человека. Но рациональное объяснение не стирает главного вопроса. Почему каждое Рождество в окнах дома зажигается зеленый свет, хотя здание десятилетиями пустует? Сибуя, Токио, туннель длиной в четверть мили, где в 90-х люди исчезали, словно растворяясь в бетоне. В 1998-м студентка Юмико Танака, проходя через него, слышит шаги позади. Когда она оборачивается, фонарь выхватывает из темноты силуэт в кимоно эпохи Эдо. Через секунду свет гаснет, а девушку находят без сознания в полумиле от выхода. Команда инженеров, исследовавшая аварию вентиляции в 2005-м, обнаруживает электромагнитные аномалии силой в 50 миллигаусс. Достаточно, чтобы вызвать галлюцинации. Но как объяснить дневник рабочего, найденный при сносе туннеля в 2010-м? На пожелтевших страницах записи 1945-го. Они идут за нами. Их лица, их нет. После реконструкции исчезновения прекратились, но таксисты до сих пор отказываются останавливаться у нового входа. Говорят, в полночь там можно услышать стук деревянных гетто, словно кто-то спешит в тень, которую уже снесли. Декабрь 1983-го. Линия Брайтон-Бич нью-йоркского метро. Машинист Джеймс О'Коннор клянется, что видел поезд-призрак. 8 пустых вагонов с включенными фонарями, промчавшихся через станцию без остановки. Его радар показывает скорость в 45 миль в час. Но на путях нет ни состава, ни расписания. Легенда гласит, это духи жертв катастрофы 1918-го, когда поезд сошел с рельсов в туннеле под Ист-Ривер.
Погибшие пассажиры, по словам очевидцев, до сих пор ищут выход. В 2012-м группа сталкеров с тепловизорами фиксирует аномалию. Тепловое пятно в форме вагона движется по заброшенному тоннелю. Инженеры объясняют феномен оптическим эхом от старых рельсов, но как быть с записями диспетчеров? В архивах метро хранятся доклады о сигналах тревоги, срабатывающих в 3:15 ночи, ровно в час крушения. Почему призрачный состав появляется только в дни зимнего солнцестояния? И куда он исчезает, достигнув мертвой зоны под Бруклином? Детройт, Мичиган. Детская больница Святой Марии, закрытая в 1982-м. Местные называют ее домом вечного кашля. Ночью в пустых палатах слышны хрипы, а в операционной до сих пор пахнет эфиром. В 2007-м команда исследователей находит в подвале журнал медсестры Элис Тернер, датированный 1956-м. Они не уходят, даже после смерти. Просят воды, зовут маму. Самый жуткий артефакт — набор кукол из марли и бинтов, спрятанный в стене морга. Каждая кукла помечена именем и датой, совпадающими с историями умерших пациентов. В 2020-м урбанист Карл Рейнольдс обнаруживает в архивах штата шокирующий факт. В 50-х здесь проводили эксперименты с лоботомией. Могла ли больница стать ловушкой для душ, застрявших между болью и забвением? И почему в полночь на 3-м этаже загорается свет, хотя здание отключено от сети с 80-х?